1982 году в деревне Ясное произошло событие, о котором будут говорить еще долго. В этот день тракторист Виктор Кузнецов, всего лишь 35 лет от роду, без предупреждения уехал на своем новом тракторе в поле и не вернулся. Местные жители собрались у клуба, гадая, что произошло с Виктором. Вскоре пошли слухи, что он нашел в поле клад или заключил сделку с каким-то местным бандитом. На самом деле Виктор просто решил произвести впечатление на свою первую любовь, Ларису, которая только что вернулась из города. Их роман длился с юных лет, но после окончания школы Лариса уехала в областной центр. Виктор оставался в деревне, работая в колхозе и мечтая о том, как однажды вернет Ларису. Но в этот день его цели изменились. Он решил показать всем, что он не просто тракторист, а человек, способный на большее. Первая встреча с Ларисой прошла в кафе, где она делилась своими городскими приключениями. Виктор, хоть и не имел большого опыта в светской жизни, уверенно рассказал о своей работе, о тракторе, который, по его словам, стал новым образом жизни. Лариса заинтересовалась, но когда Виктор упомянул, что его трактор теперь стал не только рабочей машиной, но и неким символом, она восприняла это как шутку. На следующий день Виктор решил продемонстрировать свои слова. Он выехал на тракторе прямо к центральной площади деревни. Люди в недоумении смотрели на него, когда он с гордостью, развернув машину, начал делать круги, поднимая облака пыли. На этот момент он уже стал центром внимания. Неожиданно он поднялся на тракторе на небольшой холм и, казалось, стал царем на своей земле. Люди начали собираться вокруг, у многих на лицах появлялась улыбка. Слухи о боге села начали распространяться мгновенно. Женщины перешептывались между собой, обсуждая его решительность и смелость. Они восхищались, как Виктор, простой тракторист, способен на такие поступки. Однако среди них начала развиваться зависть. Несколько женщин, гордо ходивших с высоко поднятыми головами, ощутили, что их внимание к Виктору уменьшается. Начались разговоры о том, что тракторист просто делает вид, и никакого клада у него на самом деле нет. Слухи вскоре достигли колхозного собрания. На повестку дня вынесли вопрос о том, как Виктор может использовать свой успех на благо всей деревни. В это время Виктор даже не подозревал, что его простое действие приведет к настоящему скандалу на следующем собрании, который изменит его жизнь навсегда. В его голове уже витали планы и мечты о том, как он сможет использовать свою популярность для улучшения жизни в деревне. Трактор стал не просто машиной, а символом перемен в Ясном. Но с каждым новым днем нарастали интриги, и Виктор даже не догадывался о том, какие последствия принесет его неожиданное восхождение. На следующий день после демонстрации Виктор Кузнецов неожиданно стал центром внимания. В деревне начали появляться люди, желающие поговорить с ним. Кто-то интересовался, как трактор может помочь в сельском хозяйстве, другие просто хотели пообщаться с богом села. Виктор не мог поверить в свою популярность, но с каждым новым разговором его уверенность росла. Лариса, наблюдая за этим новым статусом Виктора, решила, что пора действовать. Она пригласила его на прогулку к озеру, где они провели много счастливых моментов в детстве. Виктор, не догадываясь о ее намерениях, радостно согласился. Они шли по тропинке, обсуждая жизнь в деревне и мечтая о будущем. Лариса задавала вопросы, касающиеся его работы, и с каждым ответом Виктор чувствовал, как его уважение к ней растет. Тем временем слухи о Викторе достигли соседних деревень. Один из приезжих, Александр, бывший тракторист и сейчас успешный бизнесмен, решил проверить, что же такого особенного в этом трактористе. Он приехал в Ясное с намерением выяснить, как Виктор смог так быстро завоевать популярность. Увидев, как Виктор общается с местными жителями, Александр понял, что в этом простом человеке есть что-то притягательное. Во время вечерних сборищ у клуба Виктор заметил, что женщины относятся к нему с завистью, а мужчины начали вести себя иначе. Некоторые начали пренебрежительно шутить о его величии, и это добавляло напряженности в общении. Но Виктор не обращал на это внимания, решив сосредоточиться на своих планах. Он предполагал, что может собрать людей и организовать что-то вроде фестиваля, чтобы показать достижения местного колхоза. Лариса поддержала его идею и предложила помочь с организацией. Вскоре они собрались вместе с несколькими местными жителями, чтобы обсудить детали. Каждый хотел внести свои идеи, и это создало атмосферу единства. В их разговорах звучали планы по улучшению инфраструктуры деревни, организации ярмарок и спортивных мероприятий. Однако среди участников обсуждения находились те, кто не разделял энтузиазма Виктора.
Это была группа женщин, которые чувствовали, что их внимание и уважение теряются на фоне его успеха. Они начали шептаться, строить интриги и даже обсуждать возможность саботажа его планов. Виктор стал богом села, а вы уже стали частью нашей истории. Если вам нравятся наши приключения, не стесняйтесь поддержать проект через донат, ссылочка в описании, или сканируйте QR-код на экране. Помните, даже трактор нуждается в топливе, а мы в вашей поддержке. Слухи об их недовольстве быстро разлетелись по деревне. На следующей встрече в клубе Виктор выступил с речью. Он говорил о том, как важно объединиться ради общего блага, как каждый может внести свой вклад в развитие деревни. Зал наполнился аплодисментами, но среди них слышались и недовольные голоса. Женщины, испытывающие зависть, переглядывались, планируя, как можно подорвать авторитет Виктора. На их лицах читались решимость и злость. В этот момент никто из собравшихся не догадывался, что скоро вскроется секрет, который может изменить все. Но Виктор, сосредоточенный на своих идеях, продолжал мечтать о будущем, которое он собирался построить для своей деревни и Ларисы. Виктор на протяжении следующих дней работал над подготовкой ярмарки. Весь день он проводил в поле, подготавливая свой трактор для демонстрации, а вечерами встречался с Ларисой, обсуждая детали мероприятия. Она вдохновляла его, и он чувствовал, что их отношения становятся крепче. Однако за пределами их общения нарастало напряжение, которое вскоре приведет к конфликту. Однажды, когда Виктор работал над трактором, к нему подошла Светлана, одна из самых активных женщин, которые ранее обсуждали его успехи с недовольством. Она предложила свою помощь, но ее намерения были не совсем чистыми. Виктор, не заподозрив ничего дурного, согласился. Светлана начала тянуть время, отнимая у него драгоценные часы, которые он мог бы провести с Ларисой или с подготовкой к ярмарке. Она задавала вопросы о тракторе, стараясь узнать его секреты. Тем временем отношения между Виктором и Ларисой становились все более доверительными. Однажды, сидя на берегу озера, они обсудили их будущее. Лариса призналась, что ей ужасно не хватает деревенской жизни, и она хочет остаться. Виктор ощутил прилив счастья и в порыве чувств предложил ей стать его женой. Лариса согласилась, и они обнялись, но этот момент радости вскоре был прерван. На следующий день Виктор узнал важное известие. На ярмарку собирались приехать чиновники из области. Заместитель председателя колхоза, который когда-то пренебрежительно относился к Виктору, теперь решил, что необходимо обратить внимание на его успехи, чтобы использовать это в своих интересах. Виктор понимал, что это может стать отличной возможностью, но и источником зависти. В это время Светлана начала распространять слухи о том, что Виктор занимается самопиаром и использует тракторы исключительно для личных нужд. Она собрала группу недовольных местных жителей и попыталась убедить их в том, что Виктор недостоин уважения и что настоящие достижения деревни остались незамеченными. Женщины начали шептаться, обсуждая, как можно разрушить его репутацию. Накануне ярмарки Виктор получил от Ларисы сообщение о том, что Светлана пытается настроить людей против него. Он ощутил тревогу, но не хотел верить, что его планы могут быть разрушены. Виктор принял решение, что на ярмарке он не только продемонстрирует трактор, но и расскажет о своих планах по улучшению жизни в деревне, чтобы все увидели, что он искренен. В день ярмарки деревня наполнилась людьми. Виктор тщательно подготовился к своему выступлению. Он поговорил с коллегами, собрал истории о том, как трактор изменил их жизнь, и встал перед толпой, полон решимости. Но в тот момент, когда он начал говорить о своих мечтах, из толпы послышались крики недовольства. Светлана, стоя на заднем плане, выкрикнула, что Виктор лишь пытается выставить себя в лучшем свете, не заботясь о настоящих проблемах деревни. Виктор почувствовал, как его охватывает гнев. В ответ он призвал всех присутствующих к честности и сотрудничеству. Он не ожидал, что его слова могут вызвать такую бурю, но конфликт разразился. Женщины начали покидать собрание, шепча о диктаторе и самодовольном трактористе. Виктор понимал, что борьба за уважение только начинается, и ему предстоит преодолеть еще много преград, чтобы сохранить свой статус в деревне. После ярмарки, на которой Виктор столкнулся с открытой враждой, слухи о его богатстве и власти стали распространяться с новой силой. Женщины, настроенные против него, начали активно обсуждать, что его успех приносит только проблемы. Они утверждали, что Виктор использует популярность для завоевания власти, а за его успехами стоят сомнительные дела. Виктор решил собрать встречу с колхозниками, чтобы прояснить ситуацию.
Он собрал людей в клубе, заранее предвкушая трудный разговор. Начав изложение идей о развитии сельского хозяйства и улучшении уровня жизни, он заметил, что несколько женщин из группы недовольных начали выкрикивать, что он обманывает всех. Виктору было трудно сосредоточиться, когда слышались насмешливые шепоты из толпы. Лариса, наблюдая за происходящим, встала и попыталась защитить Виктора. Она напомнила всем, кем он был до своей популярности и что его намерения искренни. Однако ее слова вызвали резкое противоречие. Женщины стали обвинять ее в защите диктатора, который пытается установить свою власть в деревне. Зависть к Виктору и страх потерять уважение лишь подогревали конфликт. Вернувшись с работы, Виктор нашел на своем тракторе записку с угрозами. В ней говорилось, что если он не прекратит свои игры с властью, его ждут серьезные последствия. Гнев и страх охватили Виктора, и он не понимал, кто мог решиться на такой шаг. Попытки поговорить с местными жителями не принесли успеха. Они лишь молчали, избегая его взгляда. К осени настроение в деревне стало угрюмым. Виктор заметил, что даже его верный друг Сергей начал проявлять настороженность в общении. Люди шептались, утверждая, что Виктор на самом деле стал богатым и что его успех связан с коррупцией. Эти слухи, хотя и ложные, приобрели свою жизнь, и никто не желал слышать правду. Понимая необходимость действий, Виктор пригласил всех на открытое собрание для обсуждения ситуации. Он хотел продемонстрировать, что его успех не источник раздора, а возможность для всех. Виктор подготовил отчет о средствах, собранных на ярмарке, и их использовании для развития колхоза. На собрании он выступил с искренней речью, демонстрируя отчеты и объясняя, как его мечты о процветании деревни стали реальностью. Но его слова не смогли убедить противников. Светлана, стоя на заднем плане, шепталась с другими недовольными, и вскоре толпа начала выкрикивать обвинения, не желая слушать факты. Виктор почувствовал тщетность своих усилий. Вместо того, чтобы объединить людей, он лишь усилил раскол. Он задумался, как вернуть доверие и уважение, как доказать чистоту своих намерений. Поняв, что необходимо действовать более решительно, он готовился к следующему шагу, иначе его влияние в деревне могло полностью исчезнуть. После собрания Виктор ощутил, что ситуация в деревне накаляется. Женщины, на которых он надеялся, начали объединяться против него, обсуждая его действия и намерения. Светлана, ставшая их неофициальным лидером, активно подливала масла в огонь. Она утверждала, что Виктор использует своих близких для достижения власти и не заботится о благосостоянии деревни. Слухи начали набирать обороты. Женщины утверждали, что Виктор якобы собирает средства на личные нужды, а не на развитие колхоза. Говорили даже, что он намерен продать трактор, забрав деньги себе. Эти сплетни достигли мужчин, и вскоре Виктор начал терять поддержку даже со стороны тех, кто ранее его поддерживал. Несмотря на напряжение, Виктор продолжал работать. Он сосредоточился на улучшении инфраструктуры и организации новой ярмарки. Лариса стала его правой рукой, помогая привлекать местных жителей к обсуждениям. Однако даже ее усилия не смогли развеять недоверие. На одной из встреч Светлана решила заявить о глобальной правде о Викторе. Она громко объявила, что Виктор использует Ларису как инструмент манипуляции мнением людей и обвиняла их в попытках создать вокруг него культ личности. Женщины отреагировали на это с энтузиазмом, и зал наполнился криками недовольства. Лариса встала, пытаясь защитить Виктора, указывая на его добрые намерения. Но Светлана и ее сторонницы не собирались сдаваться. Они начали вспоминать старые истории о том, как Виктор якобы не всегда был честным и открытым. К ним присоединились женщины, ранее безучастно наблюдавшие за конфликтом, и вскоре в зале царила полная неразбериха. В этот момент Виктор понял, что его борьба касается не только доверия местных жителей, но и его отношений с Ларисой. Он не мог позволить, чтобы ее имя ассоциировалось с негативом. Собрав все силы, он встал перед толпой и призвал к спокойствию. Напомнил, что лишь вместе они могут улучшить жизнь в деревне. На следующий день Виктор решил действовать решительно. Он организовал праздник для всех жителей, чтобы продемонстрировать достижения колхоза и свои планы. Надеялся, что этот шаг поможет развеять слухи и объединить людей. Лариса согласилась помочь, но осознавала, что противостояние со Светланой и ее сторонницами только начнется. Праздник стал важным моментом для Виктора. Он собирался представить свои планы и добиться одобрения. Однако не все жители были готовы воспринимать его с открытыми сердцами. В воздухе витало недоверие, и Виктор понимал, что предстоящий день станет решающим в его борьбе за доверие и любовь.
В день праздника Виктор проснулся с решимостью и волнением. Он понимал, что на этом мероприятии зависит многое. За несколько часов до начала праздника он обошел территорию, проверяя, как все готовится. Лариса помогала с украшениями, а местные жители устанавливали палатки и столы для угощений. Виктор чувствовал, что атмосфера постепенно накаляется, и неуверенность начинала пробираться в его сердце. Собрание началось в полдень. Толпа собралась на центральной площади, где Виктор стоял на импровизированной сцене, украшаемой цветами и растяжками. Он решил выступить первым, чтобы задать тон всему мероприятию. С гордостью он рассказал о своих планах по улучшению условий жизни в деревне и о том, как средства от ярмарки были использованы на развитие колхоза. Поддержка со стороны некоторых местных жителей была очевидна, но недовольные не собирались оставаться в тени. Когда Виктор закончил свою речь, Светлана вышла на сцену. С ней были несколько женщин, которые активно поддерживали ее мнение. Она начала задавать вопросы, на которые уже заранее подготовила ответ. «А где же отчет о расходах?» — громко спросила она, вызывая недовольство в толпе. «Почему вы, Виктор, не показываете, на что тратите деньги? Мы хотим знать правду». Эти слова подстегнули волну недовольства. Виктор, чувствуя, как напряжение в воздухе нарастает, попытался ответить, но Светлана перебила его. Женщины начали выкрикивать обвинения, утверждая, что Виктор лишь использует праздник для самопродвижения. «Это всего лишь маскарад, чтобы скрыть свои настоящие намерения», — крикнула одна из них. Ситуация вышла из-под контроля. Виктор попытался успокоить толпу, но его слова были поглощены криками. Лариса, увидев, что все стремительно накаляется, встала и попыталась поддержать Виктора, но ее голос затерялся в общем шуме. Светлана продолжала поднимать старые обвинения о том, что Виктор не всегда был честным, что он нарушал правила колхоза и знал о махинациях. Скандал на колхозном собрании разгорелся с новой силой. Мужчины, которые раньше поддерживали Виктора, начали сомневаться. Некоторые из них перешептывались между собой, задавая вопросы о правдивости его слов. Виктор чувствовал, как его влияние с каждым мгновением ослабевает. Он знал, что если не остановит этот поток обвинений, его авторитет будет подорван навсегда. Разочарование охватило Виктора. Он понимал, что ему нужно действовать как никогда решительно. В этот момент он вспомнил о проекте, который разрабатывал вместе с Ларисой. Они собирались сделать презентацию о том, как именно будут использовать средства от ярмарки, чтобы продемонстрировать, что их намерения чисты. Виктор сделал шаг вперед и громко сказал: «Я готов показать вам все отчеты о расходах. Я не скрываю ничего». Эти слова немного успокоили толпу, но Светлана не собиралась сдаваться. Она продолжала подбивать остальных женщин, убеждая их, что Виктор пытается лишь отвлечь внимание от своих истинных намерений. Виктор, не дождавшись ее ответов, пригласил всех на отдельную встречу, где он мог еще раз подробно объяснить, куда ушли собранные средства. Этот шаг был рискованным, но другого выхода у него не оставалось. Праздник продолжился, но атмосфера была напряженной. Виктор понимал, что ему предстоит тяжелая борьба не только за доверие деревенских жителей, но и за свою репутацию. Скандал на колхозном собрании стал поворотным моментом, и теперь все зависело от того, сможет ли он доказать свою правоту. На подготовленную встречу пришло много людей. Виктор, полон решимости, собрал все документы, отчеты и планы, чтобы продемонстрировать свою прозрачность. Лариса рядом с ним поддерживала его, но ее глаза выдали тревогу. Никто не знал, как отреагируют недовольные, и напряжение витало в воздухе. Когда Виктор начал встречу, он произнес спокойную речь. Он объяснил, как средства от ярмарки были использованы для улучшения инфраструктуры и как важно объединиться ради общего блага. Он представил отчеты о расходах, показывая, как каждая копейка была вложена в общее дело. Но посреди его выступления в зал вошла Светлана с группой поддерживающих ее женщин, и это вызвало новый всплеск недовольства. Виктор, не ожидая такого поворота, попытался сохранить спокойствие. Светлана прервала его, заявив, что все отчеты сфальсифицированы, и начала приводить доказательства. Она обвинила Виктора в том, что он использует средства на свои личные нужды. Однако Виктор был готов к этой атаке. Он пригласил Ларису выступить и рассказать о своей работе, что стало неожиданным ходом. Лариса взяла слово и, глубоко вдохнув, рассказала о том, как Виктор всегда заботился о деревне, как участвовал в каждом проекте, как его мечты стали реальностью. Она упомянула о своих близких, о том, как они верили в Виктора и как его успех стал их общим достижением. Однако во время ее выступления атмосфера резко изменилась.
Вдруг одна из женщин, поддерживающих Светлану, встала и произнесла слова, которые повергли всех в шок. Она заявила, что у нее есть информация о том, что Виктор действительно собирался продать трактор, и у нее есть доказательства. Она достала записку, которая, по ее утверждению, была написана Виктором. В записке говорилось о планах продать трактор за пределы деревни. Виктор не мог поверить своим ушам. Толпа замерла, и недовольные начали шептаться, обсуждая слова женщины. Виктор понимал, что все зависит от его реакции. Он поднял руки, чтобы успокоить толпу, и спросил, откуда у нее эта информация. Женщина ответила, что она сама видела Виктора в разговоре с неизвестным человеком, который, по ее словам, явно не был из деревни. Этот поворот событий стал настоящим ударом для Виктора. Лариса, встревоженная, обратилась к Виктору с вопросами, которые сами начали волновать ее. Она не могла поверить, что это правда. Виктор, испытывая нарастающее давление, начал объяснять, что это всего лишь недоразумение. Он рассказал о том, как разговаривал с человеком, который предлагал помощь в ремонте трактора, но его слова звучали недостаточно убедительно. Светлана воспользовалась моментом и заявила, что Виктор пытается обмануть всех и что это только начало. Она призвала людей не верить ему и продолжила поднимать волну недовольства. Толпа начала выкрикивать обвинения, и Виктор почувствовал, как его мир рушится на глазах. Он не знал, как остановить этот поток лжи и недоверия. В этот критический момент он осознал, что нужно действовать решительно. Виктор обратился к собравшимся, произнес речь о честности и доверии, о том, как важно поддерживать друг друга. Он попросил их о шанс, готов был продемонстрировать свои намерения на деле. Но в сердце его зреет страх. Сможет ли он вернуть доверие, если даже те, кто когда-то поддерживал его, теперь сомневаются? Вопрос витал в воздухе, и Виктор понимал, что это был решающий момент в его жизни. Ситуация в зале становилась все более накаленной. Виктор чувствовал, как его сердце бешено колотится, пока толпа выкрикивала обвинения и сомнения. Он осознавал, что именно сейчас ему нужно было взять себя в руки и показать, что он действительно заслуживает доверия. Он собрал все свои силы и встал еще ближе к людям, его голос звучал уверенно и громко, несмотря на шум. «Я понимаю ваши опасения, и я готов ответить на все вопросы!» — воскликнул он, стараясь перекрыть общий гул. «Я никогда не собирался предавать нашу деревню. Все, что я делал, было исключительно ради нашего общего блага. В обычной обстановке такие слова могли бы успокоить людей, но сейчас они лишь подстегнули недовольство». Светлана воспользовалась моментом, чтобы бросить новые обвинения. «Ну и где же обещанные отчеты? Почему мы должны верить тебе на слово? Ты все еще не показал, куда ушли средства». Виктор, осознав, что его слова не убеждают, решил действовать иначе. Он быстро собрал все документы, которые подготовил для встречи, и, обратившись к Ларисе, попросил ее быть с ним рядом. «Лариса, я хочу, чтобы ты подтвердила каждое слово», — сказал он. Она кивнула, и они вместе вышли на сцену. Лариса, заметив, что напряжение растет, взяла на себя инициативу. Она обратилась к толпе. «Люди, я знаю Виктора много лет. Он всегда был честным и открытым человеком. Я сама видела, как он работает ради нашей деревни, как он хочет сделать лучше для всех нас. Давайте не будем забывать, что именно его идеи помогли нам организовать ярмарку и улучшить жизнь в Ясном». Некоторые люди начали согласно кивать, но недовольные продолжали шептаться, и Светлана снова встала с обвинениями. «О, так вы теперь его защитница? Мы не должны забывать, что он не всегда был честен». Снова раздалось из зала. Крики и недовольство нарастали. В этот момент Виктор, понимая, что все может окончиться катастрофой, решил сделать шаг, который изменит все. Он вытащил из кармана телефон и, не дожидаясь реакции толпы, начал звонить своему другу, который работал в областном управлении. Виктор объяснил ситуацию и попросил о помощи. «Пришли аудитора, пусть проверят, куда ушли средства от ярмарки», — крикнул он в телефон. Собравшиеся замерли от неожиданности. «Вот что мы сделаем», — продолжил Виктор. «Пусть будет прозрачность. Если я не прав, я готов понести наказание. Но я хочу, чтобы мы все увидели правду». Толпа замерла. Светлана, не ожидая такого поворота событий, вдруг потеряла уверенность. Виктор продолжал. «Это будет шанс для всех нас вернуть доверие и обоснованные факты. Мы должны быть открытыми друг к другу». Его слова начали находить отклик среди местных жителей, и некоторые начали переглядываться, обсуждая его предложение. Вскоре на собрание пришло еще больше людей, услышавших о предстоящем аудите. Люди начали понимать, что у Виктора не было смысла скрывать что-то, если он сам пригласил к проверке.
Наконец в комнате воцарилось молчание, и напряжение стало немного слабее. Ситуация могла измениться, и это было лишь начало. Так Виктор добился своего, но впереди еще стояли испытания. Он понимал, что теперь все зависит от того, сможет ли он оправдаться перед деревней. Недоверие и подозрения все еще витали в воздухе, и Виктор осознавал, что настоящая борьба только начинается. Но теперь у него был шанс показать, что он не только тракторист, но и человек, готовый бороться за свою деревню. Проверка, о которой просил Виктор, состоялась через неделю. Аудиторы из областного управления прибыли в Ясное, чтобы исследовать финансовые документы и выяснить, как использовались средства от ярмарки. Местные жители собрались в клубе, ожидая результатов. Атмосфера была напряженной, но в воздухе витала надежда на справедливость. Виктор стоял на сцене, его сердце колотилось, когда аудиторы начали зачитывать свои выводы. Они подтвердили, что все документы в порядке, и средства действительно были направлены на развитие колхоза, на новый трактор, улучшение инфраструктуры и закупку семян для следующего сезона. Слухи оказались ложными, и Виктор почувствовал, как груз с его души упал. Эта новость вызвала бурю эмоций в зале. Некоторые женщины, ранее поддерживавшие Светлану, начали осознавать, что их подозрения были беспочвенными. Мужчины, которые сомневались в честности Виктора, начали перешептываться между собой, обсуждая его искренние намерения. Лариса, стоя рядом с Виктором, чувствовала прилив гордости за него. Она знала, что его труд и честность наконец-то были признаны. Светлана, не ожидавшая такого поворота событий, встала, пытаясь сохранить влияние. Она попыталась говорить, но ее слова уже не находили отклика у людей. Поддержка ее идеи стремительно иссякала, и вскоре ее голос затих. Люди были благодарны Виктору за его приверженность и желание сделать деревню лучше. После окончания собрания Виктор осознал, что все трудности последних месяцев не были напрасными. Он стал не только лидером, но и символом перемен для своей деревни. Люди начали обращаться к нему за советом и помощью, и это придавало ему сил. Он понял, что его усилия были эффективными и что он может изменить ситуацию к лучшему. Спустя несколько месяцев после аудита жизнь в деревне пошла на лад. Виктор вместе с Ларисой организовали новые ярмарки, которые собирали людей, позволяя обмениваться продуктами и опытом. В Ясное начали переезжать новые семьи, вдохновленные успехами колхоза. Виктор стал настоящим богом села, а вы готовы вместе с ним прокладывать путь к переменам? Если наше творчество заставляет вас улыбнуться или задуматься, не забудьте поддержать проект. Ссылка в описании или прямо на экране через QR-код. Помните, без вашей помощи наш гениальный колхозный гарем может остаться лишь в мечтах. Теперь Виктор стал не просто трактористом, а настоящим лидером сообщества. Легенда о Викторе, который смог сплотить людей и вернуть доверие к своим намерениям, стала широко известной. Его историю обсуждали в соседних деревнях, ее рассказывали детям, вдохновляя их честностью и трудолюбием. Люди, когда-то осуждавшие его, теперь смотрели на Виктора с уважением, понимая, что он стал символом надежды и упорства. Виктор не забывал о трудностях, которые ему пришлось преодолеть. Он продолжал работать на благо своей деревни, понимая, что истинное богатство — это не деньги, а доверие и поддержка людей. Каждый день он помнил, что его успех стал возможен благодаря общим усилиям, и это было самым ценным достижением в его жизни.